Всем привет! Рады приветствовать вас на канале. История, которую вы сейчас услышите, вас по-настоящему удивит. Обязательно досмотрите до конца. А пока начинаем, подпишитесь на канал, когда Виктория прилетела в Индонезию. Она даже представить не могла, чем обернется эта поездка. Девушку и ее друзей встретил водитель и отвез из аэропорта к отелю. Дорога заняла несколько часов. Внедорожник сильно трясло на узкой горной дороге. Водитель рассказывал про местность и несколько раз повторял, что в джунгли лучше не ходить в одиночку. Виктория восприняла это как обычное предупреждение для туристов, ведь за сопровождение нужно было платить. И, конечно, никто не хотел терять клиентов. У девушки уже был опыт путешествий. Она бывала в горах Непала и в лесах Южной Америки, поэтому чувствовала себя уверенно. Первые 2 дня гид постоянно находился рядом, показывал маршруты, водил в заповедник и рассказывал о местных животных, но друзья быстро устали от активного отдыха и решили провести день спокойно, у бассейна с фруктами и напитками, поэтому на 3-й день они отказались от сопровождения, но Виктория не могла сидеть без дела и решила отправиться на прогулку в джунгли, которые начинались совсем рядом с отелем. Она собрала небольшой рюкзак, взяла воду, еду и спутниковый телефон, даже заранее набрала номер спасательной службы. Казалось, она предусмотрела все. На выходе из отеля администратор на ломаном английском спросил, куда она направляется. И когда девушка указала в сторону леса, мужчина заметно занервничал, начал быстро говорить, размахивая руками. Он пытался объяснить, что туда лучше не ходить, что люди иногда не возвращаются. Упоминал какие-то странные силы, но Виктория не придала этому значения, особенно увидев на его шее амулет из костей. Она лишь улыбнулась, поблагодарила его за заботу и уверенно пошла в сторону густых деревьев. Мужчина еще что-то кричал ей вслед, но девушка только усмехнулась. На небе не было ни облака, солнце светило ярко, и ничто не предвещало беды. Она решила не уходить далеко. По карте она увидела небольшое озеро в нескольких километрах и рассчитывала дойти туда и вернуться за день. Подтянув лямки рюкзака, она вдохнула влажный аромат тропического леса и шагнула под густую крону деревьев. Первые километры дались легко, она слушала звуки природы, отмахивалась от насекомых и наслаждалась прогулкой. Расстояние до озера сокращалось, настроение было отличным, но внезапно вокруг стало слишком тихо. Птицы замолчали, движение в кронах исчезло. Девушка насторожилась, но ничего подозрительного не увидела. Вдруг небо резко потемнело, и в этот момент вдалеке раздался глухой раскат грома. На ее голову упала тяжелая холодная капля. Виктория подняла взгляд и усмехнулась. Это всего лишь дождь. Но через секунды он превратился в настоящий ливень. Вода лилась стеной, видимость почти исчезла, земля под ногами быстро превратилась в скользкое месиво. Девушка побежала, пытаясь выбраться, но поскользнулась и упала. В ноге вспыхнула резкая боль. Она закричала и схватилась за щиколотку, боясь перелома. Но внешне все выглядело нормально, хотя боль становилась только сильнее. Спустя некоторое время дождь немного ослаб. И тогда она заметила рядом большую темную фигуру, которая медленно двигалась в ее сторону. Это был огромный орангутан. Животное явно было недовольно тем, что его территорию нарушили. Его взгляд был напряженным, из пасти виднелись клыки. Виктория в ужасе замерла, сердце бешено колотилось. Она понимала, что убежать не сможет, но вспомнила совет, который когда-то слышала. Нужно казаться больше и громко кричать. Она подняла руки и закричала. Животное остановилось и словно задумалось. Девушка продолжила кричать, надеясь отпугнуть его, но вскоре поняла, что никто ее не услышит из-за дождя. Зато это удерживает зверя на расстоянии, однако через несколько секунд
орангутан снова начал приближаться. Боль не позволяла двигаться, и тогда она вспомнила другой совет — притвориться мертвой. Девушка легла на землю, закрыла глаза и старалась не шевелиться. Животное подошло ближе, обнюхало ее. Когда коснулась травмированной ноги, она не смогла сдержать стон, и в этот момент произошло неожиданное. Орангутан аккуратно схватил ее и потащил в сторону небольшой пещеры. Там он положил ее на землю и сам устроился у входа, словно закрывая ее от дождя и опасности. Виктория поняла, что он не собирается нападать. Наоборот, он защищает ее. Она осторожно достала телефон, попыталась высушить его и смогла дозвониться до спасателей. Объяснила, где находится, ей сказали оставаться на месте и ждать помощи. Все это время животное спокойно сидело рядом, не проявляя агрессии. Девушка даже попыталась угостить его едой, но он не принял. Спустя несколько часов спасатели добрались до нее. И в тот момент орангутан поднялся, словно понимая, что помощь пришла. Он осторожно помог ей выбраться из пещеры, а затем тихо исчез среди деревьев. Эта встреча навсегда осталась в ее памяти, потому что она поняла одну простую вещь. Даже в самой дикой природе есть место состраданию, и иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Если бы ты оказался на месте Виктории, как бы ты поступил? Напиши в комментариях и не забудь подписаться на канал